Приветствую вас на канале Техревизор. На этот раз давайте посмотрим, какие мониторы нам может предложить рынок, если у нас бюджет до 20 тысяч рублей. На самом деле в этом ценовом сегменте довольно приличное количество вариантов. Это не десяток моделей от ноунейм брендов. Есть всякие Asus, Samsung, Philips и тому подобное. Но вот незадача. Как оказывается, не все они хорошие. Купив монитор, просто посмотрев на бренд, можно с легкостью попасть на модель, о покупке которой будете жалеть. Поэтому, чтобы такого не произошло, я отобрал самые лучшие модели. Посмотрел обзоры, почитал фидбэки, сравнил характеристики плюс-минус, опираясь на собственный опыт. В общем, неплохо поработал и выбрал 5 моделей. Теперь они готовы предстать перед вами. Давайте познакомимся с ними поближе. А в качестве благодарности можете поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Усаживайтесь поудобней, а я начинаю. Последнее место рейтинга занимает не Asus и не Samsung, а старый добрый проверенный Xiaomi Mi Desktop Monitor 27. Это один из самых бюджетных мониторов с диагональю 27 дюймов. В нашем сегменте процентов 90 занимают моники на 24 дюйма, но Xiaomi решили выпендриться и сделать диагональ побольше. Вот только на этом все и закончилось. Натянуть еще соответствующее разрешение для такой диагонали денег не хватило, поэтому очевидно, что здесь нас ждет Full HD. Ну, с такой ценой 2К и не пахнет. Вообще, для 27 дюймов это считается недостаточным. Но если бы картинка у этого монитора была зернистой или пиксельной, в рейтинг он не попал бы. Конечно, если напрямую сравнивать с 2К дисплеем, то видно, насколько точнее выглядит картинка. Но если вы до этого не пользовались мониторами с 2К 4К разрешением, то ваши глаза не заметят никакого подвоха, поэтому в этом плане можете не переживать. Ну и по поводу качества самой картинки тоже. За нее отвечает хоть и бюджетная, но IPS матрица. Вполне обычная, приемлемая для работы и ежедневных задач изображения. С небольшими засветами, не самой точной передачей цветов и тускловатым контрастом. В общем, что и ожидается от бюджетки. Но зато HDR есть. Получается, если немного подкрутить, подшаманить, картинка точно станет лучше, так как с завода откалибрована она так себе. Но это если уж совсем в глазах рябит при просмотре. Главное, что никаких битых пикселей, остаточных шлейфов и других артефактов, которые реально режут глаза. А в остальном это довольно приятный по дизайну экран с тонкими рамками, устойчивой подставкой и просто современной внешностью. А то бывает встретишь такие экземпляры, будто из 2012 года пришедшие. Тут с этим проблем нет. Также в недостатке не буду записывать набор портов, который состоит из VGA и HDMI. DisplayPort здесь и не ожидается, но и не сильно-то он тут нужен. На четвертом месте стоит менее известный, но вполне перспективный бренд Digma и его модель DM-MIONB2403. Чем-то критическим от прошлого Xiaomi он не отличается. То же разрешение 1920 на 1080, та же IPS матрица. Диагональ только поменьше, 24 дюйма. Но это дополнительная детализация и четкость, так как баланс диагональ разрешения намного лучше соблюдается в такой комбинации. Но для всех желающих побольше есть точно такой же монитор Digma, только с диагональю 27 дюймов. Модель DM-MIONB2703. Он ничем не отличается от этого, только размером и ценой. Ну и картинкой как-то критично от прошлого Xiaomi этот монитор не отличается. По факту та же IPS-матрица со всеми более-менее насыщенными тонами, умеренной цветопередачей, нормальными углами обзора и такими любимыми засветами по углам. В общем, для рабочего использования вообще ничего критичного. Если, конечно, вы не дизайнер и не работаете профессионально. Для повседневного домашнего использования тоже вполне подходящая картинка. Тем более, что есть даже HDR, который хоть как-то, но пытается добавить красок. А в играх и FreeSync постарается помочь и сгладить разрывы кадров. Кстати, реально неплохой монитор для игры с точки зрения скромного бюджета, так как у него нет ни какой-то герцовки, максимум 75 Гц, ни красочной матрицы с сочными тонами, никаких регулировок, ни G-Sync. Ну и геймингу ничего не препятствует, особенно для нетребовательного юзера. Но больше всего мне понравился минималистичный дизайн с тонкими рамками и аккуратной подставкой. Действительно выглядит современно и классно для бюджетной категории. Кстати, сзади предусмотрено крепление веса, поэтому можно еще и на кронштейн повесить. Помимо него сзади еще стандартный набор из интерфейсов HDMI, VGA и более современный DisplayPort. Мелочь, а приятно. Ну и уже третью строчку занял Samsung S24 HG320NM. Да еще какой, Odyssey G3.
Конечно, многим это ни о чем не говорит, но не будем вникать в контекст. Достаточно знать, что это более дешевая версия топового Odyssey G7, лучшего на рынке VA матриц. Этот G3, конечно, не G7, тут не поспоришь, но он тоже не пальцем деланный. Разрешение 1920 на 1080 пикселей на все 24 дюйма. Ничего впечатляющего, тип матрицы VA. Но в конечном итоге этот монитор лучше всех прошел тест на UFO, гостинг и передачу цветов. Среди конкурентов за эту цену с VA матрицами. Поэтому здесь изображение будет получше для дизайнеров, монтажеров и всех остальных, кто работает с цветами. Для геймера же толком никакой разницы не будет. Хорошая передача черного без убогих засветов и битых пикселей. Хотя для игроков скорее важны 165 Гц. И здесь они наконец-то нам доступны. Наконец-то плавность, кайф для глаз и приятное ощущение. А если к этому добавить гибкость его ножки, монитор можно даже на 90 градусов поворачивать. Ну и про регулировку по высоте не забыли. В общем, попрактичнее будет, особенно благодаря тонкой ножке, он занимает очень мало места на столе. По разъемам и внешнему виду рассказать особо нечего, тот же HDMI, тот же DisplayPort, никаких дополнительных фишек нет, но именно дизайн выглядит более агрессивно. По нему сложно сказать, что он офисный, скорее что-то игровое, хотя Samsung его так и позиционирует, поэтому никаких расхождений. Второе место за исконно игровым вариантом, но уже от LG. Линейка Ultra Gear, модель 24GN60R. Дизайн, как по мне, мало чем отличается от прошлого G3. Но есть какие-то мелкие детали, которые меняют общий облик этого монитора и не делают его сугубо игровым. За счет обычной подставки черного цвета, более-менее тонкого корпуса и отсутствия красных вставок, он вполне гармонично будет смотреться на рабочем месте офисного работника или геймера. Правда, не совсем понятно, зачем клерку частота обновления в 144 Гц, но, допустим, лишней плавность не бывает. Ну а если говорить об адекватных значениях, а не воображаемых 360 Гц, то если листать экселевскую таблицу или ленту ВК, кто чем занимается, в любом случае приятнее. А тут еще и картинка отлична, IPS-матрица дает свое. Не учитываем небольшие засветы, так как их просто не видно при повседневной эксплуатации. А вот цветопередача, яркие тона и хороший угол обзора вполне заметны. Ну и всякие артефакты по типу битых пикселей, полос или остаточных шлейфов тоже мимо. Поэтому за качество изображения реально переживать не стоит. При желании все настраивается индивидуально под каждого. Насколько может, настолько и настраиваться. Даже HDR есть. Но его хвалить совсем не за что. В этом случае чисто маркетинговая функция, которая не может раскрыть свой потенциал из-за ограниченных характеристик монитора. Ну а то, что подставка никак не регулируется, думаю, не критично и не страшно. Да, неприятно, но за счет этого и подставка более компактна. Ведь все механизмы требуют места, поэтому мониторы с многофункциональной подставкой более массивные. Здесь сзади только тоненькая ножка и пара разъемов HDMI и DisplayPort. Ничего лишнего. Лидером рейтинга стал AOC Gaming 24 G2S PU. В том числе потому, что у него на задней панели есть USB-коннектор, 4 порта USB 3.1, в которые можно подключать мышь, клавиатуру, накопитель, да хоть телефон заряжать. Сплошной мир роскоши и комфорта. И это в нашем-то бюджете до 20 тысяч рублей, не забываем. Да и выглядит он как, гляньте. Гейминг во всех щелях, по-другому и не скажешь. Красные вставки, интересной формы подставка, которая регулируется во всех плоскостях. На удивление, на этом не сэкономили, а в жизни пригодится. Ну и само собой, IPS-матрица. Первое место, по-другому и быть не может, поэтому этот монитор покажет нам точную цветопередачу, широкий угол обзора, который при отключении не искажает цвета до неузнаваемости, а наоборот, сохраняет их одинаково натуральными и насыщенными. Но главное, монитор оснащен и FreeSync, и даже G-Sync. Кто не знал, эти технологии сглаживают разрывы кадров, когда видеокарта тупит и выдает меньше FPS, чем показывает монитор. Они добавляют кадры, потому мы не видим пожеванной картинки. Только огромное большинство моделей оснащено одним лишь FreeSync, который работает только с видюхами AMD. G-Sync мало кому нравится, но владельцы видеокарт Nvidia тоже хотят играть с плавной картинкой. И здесь об этом подумали, за что однозначно респект AOC. В любом случае, картинка у монитора нуждается в доработках, только если говорить о засветах. Glow-эффект на месте, никуда он не делся. Ну и минимальный гостинг еще есть, но это уже такое, просто так не заметишь, хотя это 165 Гц. На среднебюджетных девайсах и от этого сложно избавиться. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.